Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня новый хобби-влог, так что кому интересно, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. Я вчера раскрашивала в пейзажах, потихоньку вот эту иллюстрацию красила. Так уютненько получается. В общем, сейчас пока уберу, потом продолжу это занятие. А вчера я заходила в Fix Price, и что-то все-таки подумала, что надо докупить себе набор вот этих ручек с ультраблеском. Включила еще один свет. Я в прошлом году брала, мне Оксана один набор дарила, и второй я себе приобретала. В общем-то, пока они у меня все имеются в наличии, но серебро заканчивается почти, и вот желтая ручка. В этот раз у нас было 3 варианта. Вот этот вот вариант. Второй набор был какие-то вот такие цвета, 2 вида. И еще третий, который у меня тоже имелся. В общем, я что-то подумала, решила взять вот такой один набор, потому что больше всего у меня расходуется вот серебро и вот этот вот цвет. А эти вроде как хорошие, но прям сильной надобности в них нет. Я проверила, все пишут. Я взяла вот мандалы. Решила пораскрашивать. Как раз кайфовала без камеры, без всего. Красила. Вот так вот все блестит. Мне понравилось. Я с огромным удовольствием за чаем, за просмотром фильма пораскрашивала. Вот здесь вот протекло, это в тот раз я гелевыми ручками раскрашивала, выдувала их на палитру, и, видимо, попал гель, и вот что получилось. А эти ручки, они, в общем-то, где-то протекают, конечно, к сожалению. Ничего не поделать. И такое тоже случается. Так, замялся у меня листик. Сейчас я вот так сделаю, чтобы он выпрямился. Люблю эту раскраску. И еще я купила вот эти блески. Вот ручки уже 99 вроде как стоят, а вот этот блеск луч стоит 77. Вот это выгодно покупать, потому что в Ашане они уже по 129. А если брать поштучно, то 20 с чем-то, да и то, в общем-то, не найти практически. И вот я достала альбом с выкрасками, и, насколько я помню, вот эти ручки. В принципе, я думаю, их можно и не выкрашивать, а можно, в принципе, сделать выкраску. Пусть будут. Так, сейчас. Да, вот эта ручка, она, по-моему, везде одинаковая. Так, и колпачок не хочет захлопываться уже. Как-то так он. Потом вот эти чернила мне нравятся. Такое прям золото. Серебро. Серебро здесь очень хорошее, удачное. Вот зеленая бы ручка другая бы была бы, как вот у Краун. Там же 2 варианта. Вот этот цвет. Он как бы неплохой такой, но оранжевый.
в принципе. Так, вот этот. Вот этот, пожалуй, на Pentel больше всего похож. Он действительно переливается так классно. И голубой цвет. Вот я сейчас так присматриваюсь, мне кажется, что... Хотя нет, похоже... Да, вот как похожи они. В общем, красивые ручки. Сейчас стала пролистывать всякие вот эти свои выкраски. И мне, кстати, говорили, по-моему, Валентина с канала Hobbies Utopias, что фломастеры выцветают вот эти мэджики со временем. Но я вообще не замечала, а здесь смотрю, вот по крайней мере фиксовские, да, некоторые цвета, они как бы и так были нежные, но видите, они стали побледней. Действительно правда. Но вот эти вот они у меня сами были подсохшие, поэтому я их на выкраске использовала, а в реальности-то не успела. А эти цвета, как видите, еще сохраняют яркость, но все равно вот видно, да, что потихонечку выцветают. А это Magic ашановские, ну, как бы, в принципе, возможно, вот эти. Ну, вот, наверное, здесь что... Нет, здесь ничего, все нормально. Вот, может, вот эти цвета. Я, в общем-то, листаю еще, выкрашивала я блестки здесь или нет. Так интересно, сюда что-то попало, ну, вода, вероятно. И мне понравился вот этот цвет, смотрите, прям получился космос. И главное дело, что я не подписала, что это за фломастеры. Сколько здесь? Набор 12 штук получается. Я что-то не представляю себе, что это могут быть за фломастеры. Надо подумать. Но вообще идея прикольная. Я еще перевернула их, а здесь еще почему-то появилось такое что-то оранжевое, и прям реально вообще космос. Ну вот я тогда брала в Пеналис там до, ну это если пересмотреть видео только. Акварели луч 32 цвета. Hello Kitty, да, я тут перебирала, увидела. Я их из замятной упаковки взяла. Вот там аквамаркеры, смотрю, у меня появились. Сухую пастель, инктенсы, шарпики. Далеко не все выкрасила. Собственно, вот они, блестки луч. И можно их, наверное, здесь, ну, серебро не буду, оно вот, кстати, да, такое голографическое. Еще вот в этом наборе очень интересный вот этот вот цвет. Тут прям такие блестки, они разноцветные. И что вот мне нравится здесь, как видите, только у красного такой вот гель цветной. А у всех остальных он полностью прозрачный. Ой, так здорово. Там все блесточки, они прям разные. Вот камера, да, к сожалению, не хочет передавать всей прелести, всего блеска. А они очень классные. Надо, наверное, здесь на выкраске еще побольше сделать. Так вот. Пусть сохнет. Очень здорово, прям все цвета. Так, а что у меня здесь еще нет? Вот голубой, по-моему, нет. Что-то зеленый. Можно голубой добавить на выкраску. Вот этот такой погуще. Или я так развезла.
Ну, я, конечно, не очень аккуратно. Почему-то. Вчера пробовала. Получалось прям здоровско. В общем, красивый оттенок. Но я все равно считаю, что самое удачное это вот это серебро голографическое. Это прям максимально. Золото тоже неплохо. И вот этот оттенок. Ну, можно еще раз. Я здесь еще не добавляла на выкраску такой, как оранжевый, что ли. О, а здесь вот блеск. Смотрите-ка, в отличие от этого, видимо, еще и разные цвета. А здесь гель прозрачный. Тогда, наверное, надо выкрасить все, чтобы понять, есть различия или нет. Особенно меня интересует серебро. Ну, вроде как то же самое. Ну, и остался нам что здесь? Ну, золото и фиолетовый. У меня, короче, какой-то такой сегодня влог. Вчера день странный был. Я много чего дома сделала. И плюс ходила там по магазинам. Все такое. Но вообще потом день какой-то был очень тяжелый. Да. Ладно. Все хорошо. И слава богу. Ну, вроде как. Да, очень красиво. Вот у меня еще какой я поштучно брала. Вот такой цвет. Я здесь тоже выкраску не делала. Вот у меня, пожалуй, блестки луч, они идут больше всего. Я вот как в том году купила, и мне очень нравится, я пользуюсь. Особенно вот серебро я, наверное, уже 2, может быть, тюбика использовала. Вот такой вот цвет, кстати. Ну-ка, видно, не видно. А еще вот у меня много всяких блесток, тому подобного, и они у меня не расходуются от других производителей. Блеска, чтобы вы понимали, у меня вот целая банка. Тут вот у меня запасы, что несказанно радует. Смотрите, сколько у меня серебра. А в том году я вот как чувствовала, предусмотрительно приобрела. Ой, это еще не все, как я рада, слушайте. Смотрите, сколько такого же вот голографического геля я взяла. Это просто счастье. 6 тюбиков у меня его в запасике. Теперь получается 7. Это прям радость хомяка, потому что это лучшие блестки. Лучшие. А так, вот это вот на Озоне покупала. Сейчас Таня любит тоже лепить вот эти свои наклейки. Greenwich называется. Greenwich Line. Такая гадость. Просто вообще. Потом еще где-то покупала вот такие вот блестки. У меня есть еще из этой серии серебро. Я вот тогда на Озоне брала. Я так надеялась, что они типа чуть-чуть подороже. Думаю, может быть, будут классные. Ой, вообще жесть. Вон сейчас какой-нибудь возьмем листочек, можно тут повыкрашивать их. Где тут у меня свободное местечко? Ну вот здесь, например. Вот. Жижа какая-то. Да, как бы есть блески. Ну вот он сам еще такой яркий гель. И вроде кажется, вот с одной стороны смотришь, вроде нормально ложится, с другой стороны это все какой-то грязью. Я не очень довольна. Надо вообще все это перебрать, пересмотреть, и может быть что-то уже под выброс. Ну, серебром не бросаются по-любому, всегда пригодится. Но вот здесь просто концентрация блесток
такая большая. Но вот эти еще неплохие. Может быть, я даже их, знаете, выложу на видное место для использования. Сейчас надо вот это тоже выложить, перебрать. Кстати, хороший повод. Вот у меня из этой серии есть такие. Но тут я не знаю. Я редко такой использую. Мне сам гель не нравится. Он такой плотный-плотный. Не, ну сами блестки ничего так. Может быть, тоже тогда надо их выставить, чтобы использовать. Потому что раз они не самые плохие. Вот этих блесток много. Всяких разных из наборов. Там Фикс Прайс и прочие магазины фиксированной цены. Ну вот, я не знаю, наверное, стоит их допить. Потому что вот эти блестки, я, насколько помню, я от них не в восторге. Но в целом они еще живы. И, наверное, сейчас опыта больше, можно как-то это использовать. Тем более, вон, видите, там чуть-чуть. Я даже, наверное, назову это видео, как бы, что добавлялки в Project Pen. Как-то так обозначу. А вот этот вот гель тоже он, ну, зеленый всегда нужен, тем более вот этот зеленый цвет, он насыщенный такой. Ну-ка. Да, смотрите. Даже жалко на выкраску добавлять. Я еще соединилась с красным. И получилось очень здорово. Ну вот, все эти новогодние картинки раскрашивать будет самое топ. Пожалуй, я в Project Pen это дело и добавлю. Здесь еще есть насыщенный такой какой-то бордовый, что ли, цвет. Вот. Ну-ка. Да, тоже неплохо. Ну, просто вот с луча нет никакой грязи, свинства. С этих может что-то протекать. Насчет синего. Вот он у меня. Вот синий, мне кажется, все. Отдал Богу душу. Ладно, тогда мы его кладем в пустышки канцелярские. И есть у меня еще голубой блеск. Сейчас посмотрим. Так, голубой нормальный еще. Вот. Голубой, выдавливайся. Вот. Такой суховатый. Но пойдет. Да использую. Как раз и место подосвобожу немножко. Тут еще, видите, уже вот эта часть поломалась. Точно надо доиспользовать. Так, у меня еще из этой серии есть золото. Но, по-моему, я его активно использовала. И в общем-то, все засохло. Выкидываю. Там на донышке немножко было. Так, ну вот со всякими флуоресцентными, с неоновыми у меня такие сложные отношения. Но здесь все как бы живо. Только как это выдавливать, наверное, нужно взять какую-то иголочку. Потому что забилось все. Ну, вот я как-то даже в одном из видео, да, говорила, что проблема всяких вот кислотных, неоновых именно в том, что ручки забиваются и тому подобное. Вот здесь та же тема. Я тут выдавила. Он, не знаю, плохо выдавливается. Сейчас возьму кисточку какую-нибудь, какую будет не совсем жалко.
Но вот он совсем густой. Может быть, его тоже есть смысл выбросить. Сейчас посмотрим, что будет, если водой намочить. И есть ли в этом какой-то смысл? Мне кажется, что смысла в этом никакого нет. Совершенно. Потому что, неудачный. Вот он уже очень туго выдавливается. Сейчас я тут на другой лист. Надо подумать. Да, подозреваю, что кандидат на выброс. А вот зеленый выдавливается хорошо. Прям даже очень хорошо. Так, кисточку, наверное, надо будет основательно помыть после. Так разносится. А руками. Ну-ка. Мне кажется, что... вот куда его? Если только по контуру добавлять, да, можно попробовать подобавлять. По контуру, может быть, и сойдет. Нашла я вот этим вот, кажется, гелем применения. В каком-нибудь видео покажу, куда я их буду использовать и каким образом. И вот у меня есть еще такие гели. Они с блестками, но у них окрашен сам гель. Вот какие-то уже подсыхают. Но, наверное, я тоже их добавляю, будем считать, в Project Pen. И добивать, потому что действительно уже давно они у меня лежат. В любом случае я их купила, чё ж не пользоваться. Сейчас, повторюсь, опыта в этом деле все ж побольше. И поэтому я думаю, что можно куда-то их поприменять. Например, на какие-то фоны, возможно. Вполне вероятно. Вот. Вот. Нанесла разных. Пусть подсыхает. Это пойдет в запасы. Вот я бы даже сказала, мне один нужно добавить в использование. Я этот запас положу, возьму отсюда. То, что уже год полежало. Что-то сейчас отсюда тоже уберу. То, что повторяется. Вот эти старенькие я в Project Pen в коробочку положу. Потому что в икеевской коробке в основном у меня места нет. Этот, наверное, тоже надо будет как-нибудь. Хотя нет, пусть пока полежит. Он не подсыхает. Поэтому пусть пока лежит. Но это видео я тогда буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Благодарю вас за просмотр. Желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи. Всем пока-пока.